Здравствуйте, мои волшебные! Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Вам сообщение». Вам всего лишь нужно будет выбрать одну из этих замечательных кошек, такие веселые кошечки, и вы получите свое сообщение, которое давно-давно ждали. Гадать я буду на Таро вампиров. Как вы видите, кошечек у меня 4, значит, и 4 будет сообщение. Поэтому давайте погадаем. Вам нужно сосредоточиться, расслабиться, войти в транс. Может быть, немножечко войти в медитацию. Пока я перемешиваю колоду. Давайте сдвинем, как обычно, и посмотрим, что там. Высшие силы хотят, чтобы вы любили, и чтобы любили вас. Карта показывает сразу же, да, вот такое сообщение от высших сил, что в вашу жизнь ворвалась или врывается вторая половинка, и вам нужно будет с этой второй половинкой как-то уживаться и быть вместе, конечно же. Прекрасная карта. Может быть, вы этого давно ждали, и поэтому сейчас случайно увидели вот это самое первое мое сообщение для вас. Итак. И наши кошечки. Первый черный котик. Черненький. Колдунский. Второй беленький. Третий голубенький. Четвертый розовенький. Выберите свое сообщение. Это важно. Выбрать его правильно, выбрать его от всей своей души. Это очень важно. И если вы еще не выбрали, можно поставить на паузу свое видео и выбирать сколько хотите. Я пока наших котиков убираю. И оставляю только одного котика. Итак, вам нужно будет отправляться на поиски в скором времени, и это будет правильный путь, открытая дорога для вас. Я вижу здесь совершенно точно, что вы в жизни давно ищете свое счастье, давно хотите понять, кто вы, хотите понять, где ваше счастье, где ваше место. И вы отправляетесь в скором времени на поиски этого места. И хотите осветить себе путь. Хотите, чтобы этот путь был счастливый. У вас широкая дорога будет в жизни. И она будет действительно очень счастливая. Открываются возможности для вас. Так, ну давайте смотреть, что тут карты скажут. Большое-большое счастье ждет. Солнце светит, освещает вам все вокруг, ваш путь, вашу удачу. И вот буквально какая-то дверь в вашей жизни была закрыта очень долго. Вы не могли пробиться, вы не могли открыть эту дверь. Может быть, в чье-то сердце, может быть, не могли открыть дверь для каких-то ваших реализаций, возможностей. И вот оно открывается в очень скором времени. Появляется как будто бы знак, который действительно укажет вам, что время пришло,
ваше время пришло, и вы будете в скором времени очень счастливым человеком, который идет по широкой жизненной дороге. Придется менять работу или даже сферу деятельности, ехать куда-то. Дорога вас ждет. Вот я говорю, дорога вас ждет. Темной ночью, под луной. И может быть даже в тот момент вот будет именно такой интересный какой-то лунный день. Ну вот, например, там полнолуние, новолуние. Лучше, конечно, это все начинать на новую луну. Вот. Или просто ну вот если как в старом, от старого хотите избавиться, да, то вам нужно прошлое оставить позади. Это тогда в полнолуние делается, что ваше прошлое пошло на убыль и все. То есть это прошлое больше вас не должно касаться, оно должно отжить свое и все, и уйти. Если вы в полнолуние будете что-то такое делать, то, конечно, идет отмирание старой истории, старой ситуации. А если вот скоро как раз у нас новолуние, буквально этой ночью, и черная луна, она всегда подсказывает вот начать жизнь новую, яркую, интересную и какие-то свои начинания, да, именно с этого дня, с первого лунного дня начинать. И оно будет расти, оно будет процветать, оно будет увеличиваться. Соответственно, вам сообщение идет, что открывается путь, и придется, да, вот по этой дороге-то двигаться, работать, стараться, и даже среди ночи что-то делать, и даже с луной считаться, как вот так получается. Ключ вам дается, ключ от какой-то двери в жизни, от какой-то, ну, может быть, потайной двери. И так получается, что еще и деньги идут в вашу жизнь. Может быть, внезапные деньги, неожиданные совершенно для вас, которые вы не думали, что придут. Но самое главное — это ключ. Ключ — это талисман, который вам нужен. Ну, тут вам придется приручить какого-то человека, у которого вздорный характер, и совладать-то со своими тоже какими-то привычками. Но самое главное, с человеком совладать, вы его приручите. Он будет в полной вашей власти, и в том числе у вас будет дикая страсть друг к другу. И этот человек, вот он прекрасный, он, возможно, с темными волосами, он очень красивый для вас, привлекательный, сексуальный. И, конечно, он будет вас очень желать, любить, да. То есть вот на этой новой дороге, в этом новом пути вам встречается тот, у кого, да, тяжеловатый характер, но он будет вас желать. Это не важно, сейчас вы с кем-то или нет, этот кто-то будет вас желать, несмотря на это. И с ним захотите, если идти рядом, он для вас очень такой привлекательный и сексуальный, интересный, и вам будет очень сложно от него отказываться. Если вдруг вы решите отказаться, будет очень сложно от него отказываться. Но я вам не советую от него отказываться. Лучше быть с ним, потому что у нас влюбленные прям на расклад выпали. Поэтому лучше подумать 10 раз, прежде чем от такого отказываться. Ну вот, идем к следующему сообщению. Вторая кошка белая. Вторая кошка белая. Итак, ну вы себя чувствуете вот человеком, который ни с кем не хочет вступать во взаимодействие сейчас, потому что вам как-то больно и неприятно, и как будто бы в душу накакали немножечко. Но вы выстраиваете между собой и другими людьми стену. Ну, идет такой вот момент, что время рассудит, кто прав, кто виноват в вашей жизни. Вот в скором времени прям перелом такой идет, что придется ставить точки над и разбираться
ну, получается, с какими-то своими ошибками, с одной стороны, а с другой стороны, кто-то будет признавать перед вами свои ошибки. Потому что так получилось, что многие люди в вашу сторону, конечно, не правы, но есть основной человек, кто в вашу сторону сделал очень много, не то что даже не хорошего, а именно ошибок по своей глупости. И этот человек будет скоро эти ошибки все признавать. Настал тот момент, когда ему нужно перед вами признать все. Да, но он будет говорить: и на себя посмотри. Ну, как бы мы все не можем быть идеальными. И не бывает перед нами идеально и виноватых. То есть у него были ошибки, и у вас были ошибки. И, естественно, вам в ответ придется посмотреть в это зеркало, да, и сказать: ну да, я вот могу и на себя посмотреть, и на тебя посмотреть. То есть не отрицать, не надо отрицать то, что и ваши ошибки были, конечно. Но этот человек очень испытывает к вам много чувств. Много чувств. Карты показывают, что будет очень тяжело переродить эту взаимосвязь, эти отношения. И тяжелые будут какие-то разговоры совсем между вами. Есть кто-то, кто управляет этим человеком. И раз он управляет этим человеком, то ему приходится этого человека постоянно вводить в заблуждение, обманывать и, возможно, наводить на него магию. И идет очень трудная ситуация прям. То есть, с одной стороны, ну, получается так, что вы этому человеку как бы дороги, а с другой стороны, кто-то шантажирует его буквально, и как будто вот, не знаю, как будто вот он кукла Вуду, да, вот управляет им кто-то. Так получается, как марионетка какая-то. Он это будет признавать, говорит: да, я как марионетка. Вы дождетесь чего-то очень хорошего в вашей жизни в материальном плане в очень скором времени. И вас ждет большое это счастье, особенно в плане материальном. Но вот с этим человеком долго придется разбираться, вот муторно прям. И, скорее всего, закончится тем, что вы найдете с ним точки соприкосновения уже после какого-то прям разборки, разбор полетов, жесткий разговор, чуть ли не знаю, там, скандал, конфликт. Вот так выходит. И карты-то, они здесь показывают, что ну, вы останетесь в очень хороших отношениях с этим человеком. Только вот в каких? В любовно-семейных или, может быть, в каких-то просто близких. Это у каждого по-своему здесь будет. Но сам факт, что вы сможете благодаря этой ситуации миру раскрыться снова и снова, так скажем, ну, отдавать себя людям, это точно, потому что вы сейчас закрыты, и вашу энергию вы никому отдавать не хотите. И никому буквально совершенно не доверяете и не собираетесь этого делать. И, соответственно, это очень тяжело переживать, потому что вам нужно взаимодействие с другими. А вы, ну, буквально в жизненной паузе находитесь. И, соответственно, как только он признает свои ошибки, ну и заставит вас, да, что-то такое сказать, что типа и ты признавай, посмотри на себя, да. Но после этого он еще и скажет, что все очень плохо, и им кто-то руководит, да, и вы поймете, что дело было не в нем, не в вас, а вот еще в ком-то, и начнете вот как-то уже более так. Плюс у вас наладится в финансовом смысле, ну, может быть, как раз из-за того, что, извиняюсь, энергия пойдет, и поэтому так будет, да, что наладится в финансовом смысле. Потому что сейчас энергия просто в застое. Ну, вот такой ответ, такое сообщение. Так, смотрим дальше. Теперь следующий котик голубой. Голубой кис-кис мяу. Так, ваше сообщение.
Ну, здесь кто-то очень жаждет вашего сердца на сегодняшний день и, ну, как будто даже пытается на вас делать привороты. Или вызвать в вас ответные чувства, или чтобы вы делали, как он хочет. Я хочу, чтобы ты вот прям под мою дудку, что ли, плясала, делал то, что хочу. Прям так. Кто-то хочет вызвать именно в вас прям большую любовь, или большую привязанность, или сексуальное влечение к себе. Да, гадает на вас. Гадает, у кого-то спрашивают, используются различными услугами магов, там цыган, гадалок, ясновидящих. Вот как сумасшедший. Прям как сумасшедший себя ведет. Обожает. Испытывает очень много чувств, страсти. Может, он другой нации, чем вы. Потому что, ну, карта часто показывает кого-то другой нации. И человек, как у него много горячей крови, страсти внутри, жажда обладания такая невероятная. Наверное, он хочет так управлять вами, чтобы вам ничего не давать в ответ взамен. Да. Он не хочет много дать в ответ энергии своей или ресурсов, из-за этого так. И давать ничего не хочу, но хочу, чтобы ты мне все давала. Ой, его сердце сейчас кровью обливается, психует так, прям как шальной, как дурак, да? Как дурак человек этот. И бьется внутри, вот прям, как будто бы у него внутри есть стеклянный сосуд, и он на стенке бьется. Я такую картинку вижу. Очень сильно его это все переворачивает изнутри, так. Прям он вас, этот человек, жаждет, обожает, но он хочет, чтобы вы постоянно его бы обихаживали, проявляли инициативу, как отомстить за что-то, плюсом хочет, чтобы это все вы только к нему делали. Он сильно даже спать не может, кошмары его мучают. Прям извелся этот человек. Мечтает о вас, думает. Как может чуть-чуть на расстоянии, что ли, находится, как бы так выходит. Но вот он куда ни смотрит, везде видит вас. А вы, наверное, чувствуете себя не в своей тарелке, и вас цинкает и дергает постоянно. Но он считает, что вы как в недосягаемости выходит, как на расстоянии. И он ничего не может с собой поделать, он прям и рядом хочет быть, но чтобы вы сами все это сделали. Или приехали бы к нему, или звонили бы, писали бы ему. Только сами. Вот. Вызвать в вас хочет это желание. И колдует, и гадает, и по ночам не спит, и его прям выкручивает вот так всего, этого человека. Как-то он от вас такую зависимость получил, что ли. Выходит так, любовную. Ну, прям дикая такая привязанность. И может он это не выражает, ну там вам не говорит, потому что он хочет, чтобы вы его добивались, его желали, превозносили вместо не как он вас сейчас превозносит. Вот он сейчас вас прям превозносит, на пьедестал ставит, а чтобы вы его ставили на пьедестал, чтобы все наоборот было. Его злит то, что он так в зависимость впал. И хочет, чтобы вы поменялись местами. Ну, такой ответ. Смотрим дальше. Розовая киска. Сообщение от розовой киски. Кис-кис. Смотрим. Ну, здесь в жизни как будто бы так выходит, что вы получаете все
только что вы положительно о себе подумали. Как бы так получается, что вам все открыто. Чего бы вы ни захотели, начнете делать, и оно сразу же будет идти вам в руки. Деньги захотите, деньги пойдут. Красоты захотите, красота пойдет. Молодости захотите, моложе станете. Мужчину захотите или женщину, этот человек будет ваш. Карты так говорят. Любое желание, только положительное, а плохое нельзя желать. Кто-то ради вас это сделал, жертву, собой пожертвовал и считает, что это правильно. Отдал вам свою удачу. Отдал удачу и пошел восвояси по жизни совсем в другую сторону. Живет один. Живет один и не хочет ни с кем общаться. Или отдельно где-то находится в параллельном мире. Вы будете очень-очень-очень счастливы. И эта удача, ее вам подарили. У вас будет скоро недвижимость, дом хороший. И человек хороший. У вас будет и дом хороший, и человек хороший. Но ему сразу верить нельзя. Нужно время для того, чтобы ему поверить. Это не так-то просто. Вы будете от него закрываться, а он будет делать вас счастливым человеком. И на самом деле, чем дальше будет идти ваша жизнь, тем будет быстрее идти. То есть, чем дальше вы будете жить, тем меньше замечать время. От того, что вы будете счастливы. Время, оно очень быстро идет, когда у тебя, есть счастье и все, что ты хочешь. И оно у вас будет прямо-таки лететь. То есть вы не будете замечать ни как год прошел, ни как 5 лет прошло. Так. Да, вы по жизни победитель. И все это счастье из прошлого вам подарили. И никогда в жизни не отпускайте это счастье, потому что если и вы отпустите это счастье, то какой был смысл вам его дарить? Вот такое сообщение для вас. Всем спасибо. Если кто-то хочет подписаться, подписывайтесь и пишите какие-то комментарии. Всем пока, до новых встреч.